Дорогие друзья, я хотел бы высказать несколько соображений по поводу нынешней российской эмиграции. Нам необходимо делать правильные выводы для того, чтобы не совершать тех многих ошибок, которые совершала та большая российская эмиграция начала XX века после революции. Аналогий, кстати говоря, очень много с той эмиграцией. Точно так же она не была едина. Это, кстати, наверное, и хорошо. Отсутствие единства невозможно. Я никогда не буду поддерживать коммунистические, имперские, левые вообще социалистические взгляды националистов российских. Но это не значит, что я отрицаю их существование левых российских либералов, то, что принято называть. Они не друзья, но они и не враги. Они находятся в тех же условиях, что все остальные, в условиях эмиграции. Первое, о чем хотелось бы сказать, что мы должны быть реалистами. Мы говорим очень много о том, что этот режим не выживает, не может существовать, нет оснований экономических, политических для его существования. Но то же самое было и с советской властью, с большевиками. И тем не менее, это продлилось довольно долго. Значит, сталинский жесткий режим с 24 по 53 год, 30 лет. И потом, значит, советский режим тоже довольно долго, до 91 года. Очень важно понимать, что в сегодняшних условиях наше с вами взаимоотношение с Кремлем, с этой властью имперской, авторитарной, это состояние войны. Во всяком случае, сам Кремль это так воспринимает. Так же, как в свое время большевики, НКВД, ГПУ, они рассматривали эмиграцию как очень опасную оппозицию большевикам по экономическим, политическим, морально-психологическим аспектам. Точно так же это происходит сегодня. Предполагать, что Кремль может оставить в покое эмиграцию, было бы наивностью. Кремль очень активно, так же, как и с белой миграцией, Кремль очень активно действует, пытается разрушить какие-то тенденции, которые считают опасными для себя, тенденции объединения или активных действий, беспечность, с которой Владимир Карамурза отправился в Россию, которая привела к немедленному аресту, это очень серьезный ущерб эмиграции. Владимир активно и очень эффективно лоббировал интересы иммиграции, интересы демократии в России, на самом деле, если говорить шире. И по поводу санкций, изъятия, которые произвел Кремль, это серьезный удар. Таких ошибок, совершать не стоит. Власть в России постепенно переходит к репрессивной, такой сталинской модели, которая с точки зрения Кремля более устойчива. У нас еще не сталинские сроки за противостояние с советской властью, с кремлевской властью, с авторитарным режимом, с фашизмом, русским фашизмом. Это еще не 25 лет по 58 статье и не расстрелы. Но все движется в том направлении, и во всяком случае
вот эти автономные тенденции в регионах, такое впечатление, что Кремль настроен подавлять их очень жестоко. Такое, знаете, как было движение тогда, борьба с басмачеством. Ну вот, тем более, что басмачество еще и не возникло, а репрессии против регионов уже начались. Серьезно надеяться на то, что Запад или какие-то его части будут поддерживать иммиграцию, мне кажется, не стоит. С одной стороны, у Запада собственные проблемы, собственные задачи, а с другой стороны, ну вот на примере нынешней администрации демократической Белого дома мы видим, что сотрудничество с авторитарным режимом в России они рассматривают как признак стабильности и идут на это сотрудничество, идут на договорные отношения, идут на уступки. Вот в части, там, не знаю, Крыма, а теперь и в части там, Украины в целом. Только чудо позволило не допустить оккупации, полной оккупации Украины. Ну, чудо и смелость президента Зеленского и украинцев. Вот. Так что все это надолго, и давайте, мне кажется, очень важно понимать сегодня вот такую простую истину. Кремль активно действует сегодня, очень активно, через разные структуры. Я не хочу там называть эти структуры, но желание отвлечь внимание там, иммиграции, вообще мира от преступлений, все эти разговоры о коррупции внутри Кремля или даже коррупции внутри российской армии, ну, это, с одной стороны, смешно, с другой стороны, это, в общем, результат активной такой раскольнической, деструктивной деятельности Кремля, который заинтересован отвлечь оппозицию от главного направления деятельности, от борьбы с Кремлем. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в России, но некоторые реакции, мне кажется, это просто попытки или действия по продвижению пропаганды Кремля. Это призыв, который я уже много раз делал и делаю сейчас. Давайте не помогать распространять их пропаганду. Они с удовольствием демонстрируют всякие формы идиотизма для того, чтобы их цитировали. Всех этих пропагандистов. Ну, друзья, не помогайте им, пожалуйста. Они хотят оставаться в информационном пространстве. А пропагандистская кампания, которую они ведут, она стоит десятки миллиардов долларов на Запад. Это подкуп журналистов, это статьи, это подкуп иммиграции, между прочим. И внедрение в иммиграцию, так же, как это было после революции, внедрение провокаторов и тех, кто пытается сместить, так сказать, активность иммиграции, ну, в какую-то неопасную для Кремля область. Вот, ну, давайте как-то, так сказать, просто учитывать это хотя бы. Потому что не замечать этого и идти на поводу у Кремля, ну, это просто опасно. Вот, и давайте вести борьбу, безусловно, с этими попытками Кремля внедриться и вести деструктивную деятельность в оппозиции, но не бороться друг с другом. У нас разные области определения, так сказать, того, что является иммиграцией и оппозицией к Кремлю.
Вот. Но есть очевидные попытки Кремля поссорить разные части оппозиции. Ну, давайте хотя бы этому противостоять.